Трасты, так как они нам все надоели, то пришло время обратиться к этой весьма запутанной теме и рассказать, собственно говоря, что имеется в виду. Значит, сначала определение существующее. Траст в общем праве – это система отношений, при которой имущество, принадлежащее учредителю, передается в распоряжение управляющего, но доход с него получают выгодоприобретатели. Ну, немножко я упростил, но суть сохранилась. История трастов английского общего права уходит к временам крестовых походов, когда рыцари, уходившие на войны, оставляли свое имущество управляющим. В средние века управляющим траста назначалась церковь. Вот на основании вот этих всех штук у нас в последнее время с новой силой пошли гулять по интернету, тематика, связанная с трастами, и только ленивый, мне кажется, не попытался объяснить, что имеется в виду, причем как с той стороны, так и с другой стороны. Значит, наше понимание, что такое траст. Траст – это божественная энергия сознания, которая конфигурируется определенным образом, неся полноценные изменения для системы. Либо траст – это творение абсолютной реальности, совокупной с Творцом. То есть трасты – это некие конкретные потоки и контроль над ними. Но это все происходит в космосе. Расстрою вас. И все это по поводу времени, владения ресурсами и территориями. Это и небесные, и земные активы. Энергетика, полезные ископаемые, финансовые потоки. Люди почему-то думают, что это деньги. А это, например, количество звездных душ на единицу территории, которые могут проснуться в одночасье и явить сюда нечто. То есть фактически траст – это ресурс сознания. Никакого отношения к баблу это не имеет. Для нас это световая составляющая, накопленная в сознании тех, кто жил в период после второго потопа до сотворения мира в звездном храме. После сотворения мира в звездном храме контроль над этими трастами был передан Гравиту. Сейчас этого персонажа разберем, по которому тоже кто только не высказался. Это было начало темных времен. Договор должен был действовать, пока Земля погружена в определенные космические ритмы. Значит, кто такой или что такое Гравит? Вообще Гравит – это мем. Это что-то не в человеческом теле. А на самом деле это некая система, которая контролировала все. Она была завязана на верхушку надпирамидального образования. Вообще гравит, как это появилось, это аббревиатура. Это, собственно говоря, свет плюс гравитация. Это гравитон. Вот отсюда он, если кто-то до сих пор не понял. На тот момент гравит, если рассматривать его как единицу, был нейтральной сущностью. Ну, как системный блок. Он мог быть в любом теле. Вообще-то наследие мировингов, если кто-то наши лекции вот предыдущие слышал по этому поводу. Кстати, устоявшийся мем про траст Ивана Грозного, которым тоже спекулируют, это вот из этой же серии. Это была привязка по крови, так как Грозный имел отношение к этому опыту, он тоже из мировингов. Но он первый же траст такой был. Нет. Он воплощался и до тех времен, и в те времена. Так вот, после сотворения мира в звездном храме, при большом количестве событийных веток, основное направление для человечества было определено. И Гравит был наиболее подходящей на тот момент кандидатурой, чтобы это не принадлежало никому из правильных тогда родов и сущностей. Но потом, как всегда, случилось неожиданное. При наступлении совсем темных времен сама сущность Гравит решила управлять всем, так как была перепрописана. Темная оболочка нарастала. В ней стали запускаться свои программы по поводу власти. Эта ситуация, если кто-то помнит другую нашу лекцию, похожа на прохождение Люцифера.
Почему? Потому что тащить вот это все, это очень нелегкая ноша. Прям совсем нелегкая. Шло время. Процессы в космосе менялись. И, наконец, в 2000 году, это мы уже о нашем времени, появились первые предпосылки. А в 2005 году гравит вспыхнул и его разорвало. Но не как человека, а как энергетическую субстанцию. Начиная с этого времени, наибольший вес принимаемых в мире решений относился к 3 персонажам. Это горячо любимой нами английской королеве, к Владимиру Владимировичу и к китайцам. Очень стремились как-то присоседиться к этому американцы, но их потуги были сильно ограничены. С 2002 года по 2005 сильные мира сего пытались договориться и решить вопрос о том, кому достанется наследие. Без верхушки над пирамидами ничего не работает. Ни сами пирамиды, ни потоки от них. Гравит просто поддерживал некий баланс. Выделявшийся ресурс тогда уходил в британской пирамиде в управление, в китайской пирамиде уходил материальный план, за счет этого, собственно говоря, и произошел рост Китая, да? А в российской в духовность, как это не смешно. Трасты имели разную длительность. Значит, теперь по поводу сроков. Что это такое? Каждые 800 лет происходит заход новых энергий. В чем смысл вот этого траста? Каждые 500 лет происходит смена исторической парадигмы. Каждые 300 лет происходит смена технологических укладов. Что касается нашей страны, то в конце существования СССР людям пообещали еду и новые технологии. В результате дали ножки Буша и интернет, если кто-то не помнит. При Горбачеве тогда было проявлено очень большое количество сумасшедших. Это персонажи там 60 с небольшим лет. Они были воспитаны все на хрущевской оттепели. И, собственно говоря, тогда на них смогли прописать моду. Как элемент системы управления. За это время из страны ушло достаточно большое количество ресурсов. Это и золото партии, так называемое, которое благополучно утекло, и драгметаллы, и вывезенные за бесценок произведения искусства. Мы все с вами наблюдали. Про те артефакты, которые были изъяты из запасников музея, тоже уехали там. Частью в Ватикан, частью в Бразилию уехали. Вот. И про то, как зачищались наши все места раскопок, а-ля Тисульские принцессы и так далее, это мы отдельно будем рассказывать о том, почему у нас там пусто и ничего не осталось, и где все это хранится. С 2008 по 2012 года сюда к нам стала заводиться алгоритмика для сознания. Стали менять систему передачи. И теперь трасты должны заработать. Что же под этим понимается, собственно говоря? Сейчас у нас есть целое большое течение любителей проекта СССР 2.0, которые, они такую массовость не приобрели, но тем не менее в интернете они представлены. Людям внушают, что они являются наследниками со всеми вытекающими, достаточно заявить свои права, как сразу манна небесная прольется. Второе течение – это якобы разблокированные активы. Значит, мы это наблюдали, наверное, лет 10 назад. Появились первые гонцы, так называемые. В основном это весьма мутные личности, которые либо имели отношение к якобы ГРУ, к СВР, к конторским. Вот. Некоторые масонами представлялись. И у всех была только одна тема. Все, нам разрешили, нужны только номера счетов. Сейчас все, разблокируем, сразу все это пойдет. Давайте вместе объединимся. Очень смешно было. Были такие персонажи без роду, без племени. Они, как правило, снимали дорогие квартиры в центре Москвы. То есть такой разведпризнак был. Чужие. Соответственно, у них не было никакой укорененности. Там историк до этого была весьма туманна. Семей не было, ничего не было.
Но все надо было делать очень быстро, и вот такое движение завертелось. Туда включали людей, которые якобы в теме, вот, которые якобы осведомлены, которые якобы при делах, но по факту ничего не случилось. А люди постепенно как-то списались, кто-то там забрал свое, там, с доверчивых граждан, кто-то удовлетворил свои амбиции, но растворились. То есть это мошенники? Ну да. Третье течение, это мы с вами недавно наблюдали, это персонажи из дома Романовых. Недавно один из этих странных людей обвенчался в Исаакиевском соборе. Значит, и определенные товарищи дали на это добро. Но когда волна народного гнева превысила там определенные пороговые значения, и об этом сначала Семин там рассказал достаточно подробно, потом даже Никита Сергеевич выступил, Михалков который, да, вот, то как-то они все быстро пошли на попятную, и даже товарищ Шойгу якобы там кому-то вынес какие-то выговора за то, что им караул предоставили. Но эти ребята, они постоянно трутся вот вокруг власти. Их на Западе курируют определенные силы, поддерживают, подпитывают. Ну и наши не сильно умные представители, некоторые из наших не сильно умных представителей власти там хотят быть ближе к этому. Поэтому с удовольствием эти награды получают, и регалии, ну и статус и титулы. Так вот, все вот это перечислено, оно никакого отношения к трастам не имеет. На самом деле сюда, в наше пространство, просто будет явлена алгоритмика накопленного опыта. Не бабло. Но пока сознание расы не вырастет, ничего не случится. То есть фактически трасты – это интеллектуальный потенциал расы. И все это сейчас по поводу, например, альтернативных источников энергии. И ну, представьте себе, что такое вот явление траста. Явление траста, я вам сейчас на пальце покажу. Явление траста, представьте себе, что в одночасье вдруг у нас образовалось там на нашей территории 1000 Ломоносовых. Вот это траст. Весь мир перевернется. Да. Ты сейчас рассказал это с точки зрения расы, а трасты, они же это же документально все зафиксировано. С точки зрения серых это заключались договора, и последний траст, который действует, это германский траст, и договор составлен с Гитлером и так далее. По трасту, по германскому деньги перечислялись. Это все зафиксировано. Я надеюсь, мой друг, что ты меня услышал. Я услышал, но ты немножко не о том рассказывал. Я хотел узнать вот по тем трастам, которые сейчас действуют, и по которым именно по деньгам. Потому что это же реальность происходит в наших глазах. У нас среди нашей аудитории есть сотрудники Центробанка, которые тебе легко расскажут, что деньги – это строчка в компьютере, которая сейчас есть, а завтра ее нету. Прямо взяли и стерли. Так вот, договора – это то же самое. Смысл – это в перенаправлении потоков в потенциале, который может быть явлен, и в тех самых альтернативных источниках энергии. Потому что совершенно понятно, что если вдруг у каждого в доступе этот источник энергии будет находиться, и будет он находиться без оплаты, то это коренным образом там меняет всю мировую парадигму. А не в том, кто кому там на основании какого подписанного договора кто-то куда-то грузит что-то. Смотри, последний траст закончился в 2005 году. Вот после 2005 года новых трастов не заключалось. Сейчас вопрос-то как раз и решается, что сейчас, в какой валюте или в чем, в каких энергиях заключать новый траст вот, в данное время. Это вопрос не решен. Я тебя персонально приглашу на наш семинар, посвященный управлению. Надеюсь, что доедешь, да? В котором мы будем подробно рассказывать о том, каким образом работает система управления. Кто кому спускает какие вещи, кто берет под козырек, и в результате чего что-то может быть заключено, а потом исполнено. Так вот, когда ты говоришь, заключаются трасты, это не то, что два каких-то умных между собой договорились и пошли что-то подписывать. Сначала все эти вещи устраиваются в космосе. Потом достигается определенная балансировка. А потом сюда проводится то, что люди способны принять и с этим что-то поделать. Вот так это работает.
Еще какие вопросы? По-моему, наследники расы нагло забили, ну, большая часть нагло забили на свои обязанности и пребывают в каком-то ловлении бабочек. Ну, потому что им всем рассказали, что главное это сделать волеизъявление в пространство, что я вот претендую на мою долю наследства от СССР. И сразу мы переписывались с таким товарищем, который ходит к одной известной гражданке. Гражданке достаточно она популярна, особенно там за Уралом, в Сибири, которая занимается, которым рассказывает, какие они молодцы и как они все на что-то претендуют. Вот они до сих пор претендуют. Ну, в конце концов определяется уровень развитости, уровнем сознания людей. Так получается, что обе у нас там это и предыдущие лекции не очень перекликаются, потому что, по сути, когда явлено будет это, ну, как бы этот траст в своем совершенстве, ну, наблюдатель может приблизиться к совершенному, а значит, как бы раса. Конечно. То, ради чего, ну, собственно. Именно это и меняет пространство, а не то, кто кому отгрузил там нефти, там газа или бабла, и кто за это рассчитался, либо не рассчитался, и кто кого засудил.